Привет, друзья! Меня зовут Николай, и сегодня мы приехали в Лазурное. Это село находится в Алуште. Ну, заодно мы здесь прогуляемся, посмотрим здесь Лазурный берег, который заброшенный проект, и посмотрим нудистский пляж, здесь есть или нету. Так что, друзья, не забывайте подписывайтесь на мой канал, и давайте перейдем к просмотру. Можно доехать даже на маршрутке прямо с Алушты. Вот остановочка Лазурная. Это, получается, конечная остановка. Автобус идет, ну, он так и называется, Алушта Лазурная. Он до сюда доезжает, и вы потом можете пройти вот здесь по дороге, прямо придете к пляжам Лазурного берега. А если на машине ехать со стороны Алушты, то сразу за вот этим вот винзаводом будет поворот. Вы по нему едете и там приедете прямо на парковочку. Так, друзья, если вдруг здесь не получится у вас пройти, то вы пойдете по вот этой дороге, и в конце видео вы увидите, на какие ступеньки там сворачивать. А припарковаться можно вот здесь. А тут люди обычно и паркуются. Эта дорога тупиковая. Сюда заезжать надо мимо винзавода. Вот, друзья, вот это вот знаменитый Лазурный берег. Это пансионат или санаторий, который хотели построить еще при Союзе, но что-то пошло не так. Сейчас там при входе висят вывески, что будет вестись реконструкция, и, возможно, даже его сделают. Но это еще не точная информация, друзья. Когда я все разузнаю точно, я приеду обязательно сюда еще зимой. Посмотрим, пока мы идем к морю, посмотрим, что там на море. Вот. И если вдруг здесь какая-то реконструкция начнется, естественно, я вам об этом сообщу. Ну а пока мы идем. Вот так выглядит тут территория, конечно. В данный момент все здесь за эти годы немного разрушилось. Кое-что разворовали. Ну, это дело такое. Дорога, конечно, вот тут, видите, кое-где просела, малеха. Ну, мы сейчас дойдем до самого моря и посмотрим, что там происходит. Так, друзья, вот мы идем. Здесь, видимо, был когда-то обалденный такой проект. Здесь идет винтовая дорога. Вот так вот она идет. И туда, наверное, к морю приходит. Но мы сейчас по ней пройдем и посмотрим, куда она приходит. Какой там пляж, я еще не знаю. Но здесь есть все различные номера, где сдаются. Как туда проехать, ну, это уже, я думаю, вы сориентируетесь сами. Вот такой тут отельчик есть. Есть места написано. Номер телефона, если не видно, тогда номер телефона 79 78 74 57 123. Вот так вот. Ну а мы, друзья, движемся дальше к морю. Вы только посмотрите, какая была здесь грандиознейшая стройка. И она была заброшена. Огромнейшее здание. Побиты весь стекла, все повыбито. Так, море уже вот видно, друзья. Кстати, здесь вроде бы раньше были нудистские пляжи. Зайдем тоже глянем, есть они сейчас или нету. Ну что, ну вот, видите, теперь я чуть-чуть вниз прошел, и теперь видно вот эту вот саму винтовую дорогу. Это для машин делали. Так, давайте как пройдемся чуть дальше, посмотрим там уже, что интересненького. Вот, друзья, мы уже по этой винтовой дороге прошли, спустились вот на такую вот дорогу-грунтовку. Вот эта огромная заброшка. И вот уже оттуда мы видим, идут отдыхающие. Сейчас пройдем, посмотрим, что там дальше. Так, вот, друзья, мы уже и пробрались к морю. Тут купаются. И там купаются.
Вода что-то мутноватая здесь. Сейчас пошлите-ка на пирсик, посмотрим с пирса, что здесь происходит. Вот такая вот строечка здесь была. А вода мутноватая, потому что здесь впадает река в море. Это, конечно, небольшой минус. Это, видимо, был дождь. Вот сама река. Ну, вот тут немного, тут пару, получается, вот этих вот секций, пару пляжей только с грязной водой. Дальше нормально. Пляжик, конечно, грязноватый. Территория эта не ухоженная, заброшенная. Но выглядит она вот таким вот образом. Этот проект «Лазурный берег» было довольно-таки интересное место и локация здесь. И вообще сам проект был довольно-таки интересный, в таком довольно-таки хорошем месте. Ну, как говорится, что-то пошло не так. Так, друзья, а там уже виднеется Малый Маяк. Я недавно тоже там был. У меня есть видео с тех краев. Там виднеются дома. Это мы в ту сторону ездили. И вот, смотрите, друзья, с этой стороны море чистое. Благодаря вот этому пирсу, получается, река, которая вышла сюда, она не дает загрязняться всему морю. Если с этой стороны грязная, то с этой стороны чистая. Это маленький кусочек тут может быть грязного моря, если вдруг будет дождь. А так вода обалденная. Это здание никогда не было в эксплуатации. Подготовительные работы начались в 1978 году, а через пару лет начали переселять жителей поселка в Алушту. Поселок должны были отселить полностью, так как строили для Центрального комитета. Вся балка должна была стать заповедной, но союз развалился, финансирование прекратилось, хотя были уже частично проведены отделочные работы и завезено импортное оборудование на кухне, ну и так далее. Пару лет его охраняли, но и вывозили все оборудование, а потом началось массовое разграбление, тащили все для стройки своих владений. 19 сентября 2001 года Верховная Рада Автономии включила дом отдыха в перечень объектов незавершенного строительства, подлежащих приватизации. С тех пор хозяева менялись минимум 3 раза. Хозяева даже пытались что-то запустить в эксплуатацию. Последний раз на торги выставлен в июне 2014 года. Продается недостроенный пансионат «Лазурный берег». И цена хотят за него 25 миллионов долларов. Ну, думаю, здание это неизвестно, когда запустится. Хотя, есть такая тихая информация, что уже кто-то его выкупил. Но это еще не точно. Потому что, как я и говорил, что хозяева меня. Ну и так как это здание было построено еще при Советском Союзе, при совсем других строительных материалах, качество у этого здания очень хорошее. И получается, снести его будет огромная проблема. И поэтому, если на самом деле его уже кто-то подвыкупил и будет все-таки производить какую-то реставрацию, мы об этом узнаем в недалеком будущем.
Так, друзья, там надпись «Нудистский пляж в ту сторону». Вот туда надо идти. Тут даже на стене написано. Так, друзья, вот указатель. Здесь не заблудитесь. Это для тех, кто увлекается загорать голеньким. Так, друзья, пляж, конечно, здесь вот из таких камней. Вон, кстати, один нудист там купается. Я туда чуть дальше прошел, там еще несколько было нудистов. Ну, вы сами прекрасно понимаете, что по правилам Ютуба я вам их показать не могу. Но они тут есть. И здесь, получается, не только нудисты есть, но и одетые люди есть. Но очень мало, конечно, здесь людей. Вот на таких каменюках, конечно, придется загорать, но там дальше помельче камни. Так, друзья, пляжи здесь галечные, но не везде. Тут кое-где есть эти пляжики, еще пооставались, вот как здесь, но есть места, где их вообще смыло. То есть здесь сразу море начинается, нету пляжика. Но мы сейчас пройдемся до конца. Все посмотрим, и все будет понятно. Так, друзья, как вы видите сами, вода здесь очень чистая, прозрачная, обалденная, тепленькая. Конечно, висят вот такие таблички, что купаться запрещено. Но это никогда людей не останавливало. Загорают прямо на вот этих пирсах или бунах. В чем здесь еще огромный плюс, здесь можно расположиться с палаткой. Вот здесь своего рода такой маленький палаточный городок. Есть площадки, можно сюда приехать и расположиться. Ну, вы сами прекрасно понимаете, что это бесплатно, потому что здесь заброшенная территория. Так, на рыбалочке здесь рыбку ловят. Ну, пляжей, конечно, здесь так, чтобы расположиться мало. Но здесь и людей мало, поэтому их здесь и нету. Вот мы пришли, тут еще есть один пляжик, но здесь со здоровых камней. Так, друзья, здесь еще есть такие варианты. Вот здесь тоже пляжик еще один. Но здесь тоже очень большие камни. Здесь в основном по берегу, по вот этому лазурному берегу, все вот таких здоровых камней. Мало где маленькая галечка. Так, вот, друзья, здесь, видимо, вчера на самом деле были дожди и что-то штормило, потому что попадали деревья. Так, сейчас мы здесь посмотрим, что у нас. Вот здесь у нас здоровые камни, друзья, вот такие в воде, посмотрите.
Так, друзья, здесь еще мы прошлись немного. Здесь еще наверху есть палатки, палаточные городки. Это место вообще подходит больше как для кемпинга. Вот, смотрите, какой берег прикольненький. Чайки сидят. Ну, это понятное дело, что здесь место не для купания. Ну, по крайней мере, пофотографироваться на этих камнях можно. Проход есть. Вон там внизу есть проход, можно пройти оттуда потихонечку, потихонечку. И там на камнях, на фоне моря очень красиво пофотографироваться. Ну, а здесь вот так вот сверху открываются еще. Видите, какие шикарные виды. Можно сказать, своего рода каменный хаос такой в воде. Так, друзья, и вот уже получается вот этот лазурный берег заканчивается. Сквозного прохода нету, тупик. Здесь табличка висит, ворота стоят, но там можно пройти через верх, в сторону Алушты. Это я вам покажу чуть позже. Сейчас я хочу забраться вот сюда и посмотреть, насколько здесь интересно. Но это уже участок пошел такой не для купания, это точно. Здесь вот посмотрите, друзья, какие здоровые камни лежат. Тут просто можно красиво сфотографироваться на таком вот большом камне. Место, конечно, здесь интересное. Можно попасть в Алушту. Вот здесь даже есть выход в город. Такой указатель написан прямо на бетонной стене. Сейчас мы поднимемся здесь по ступенечкам. Надо подняться до дороги, и там будет в сторону Профессорского уголка уже дорога. Но здесь, естественно, тоже палатки, цикады трещат, капец как громко. Здесь уже тоже палаточный городок. Ну что, давайте-ка выйдем наверх и посмотрим, что там. Так, друзья, здесь вот вы сами видите, есть вот такие вот площадки для установки палаточек. Ну, конечно, надо быть очень внимательным и под толстыми ветками не располагаться, чтобы не приключилось вот таких вот приключений. Так, друзья, вот мы выбрались по таким ступенькам. Если пойти туда, там через санатории, всякие пансионаты, то можно выйти будет в Профессорский уголок. Ну а нам, естественно, по дороге надо идти туда, в Лазурное, потому что там я оставил машину. Сюда можно доехать. Как вы видите, здесь машинки стоят. Дорога, конечно, узкая, но припарковаться можно. Вот, друзья, вот таким вот образом сюда и приезжают отдыхать со своей мини-станцией, на мини-доме и балдеют. Так, здесь продают инжир. 150 рублей килограмм. Табличка висит. И вот такая вот здесь дорога. Я смотрю, здесь кое-что подделывают, забор. Ну что, друзья, надеюсь, прогулочка по Лазурному берегу вам понравилась. Не забывайте, пишите комментарии по этому поводу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вам всем, друзья, огромное спасибо за просмотр, поддержку и до новых встреч в новых видео. Всем пока, друзья!